Счастья! Всем водолеям счастья! Месяц наиуспешнейший, успешный, счастливый и успешный месяц для вас. Пожалуй, из всех знаков очень успешный месяц. Да, в начале месяца будут определенные аспекты, которые будут напряжение делать. Но это даже не касается персонально рутинной такой вот обыденной жизни. Это немножко будет что-то связано с природными явлениями, это что-то связано вокруг в мировом масштабе, но как-то на нашу рутинную особо это не скажется, потому что есть очень хорошие гармоничные аспекты на протяжении всего месяца. И мы сейчас с вами в Водолее рассмотрим. Очень за вас рада, очень успешный для вас, удачный для вас месяц. А в чем удача? А в чем успех? Во-первых, возвращается к вам ваш Юпитер. Правда, в конце месяца, но все равно он уже на подходе. И возвращается откуда? Где ему было очень хорошо, где ему было очень комфортно. То есть расслабленный, спокойный, уверенный, столько много положительной энергии несет к вам. И возвращается он 28 июля, то есть в конце месяца. Но он уже на выходе, и вы эту энергию уже начинаете чувствовать. И она обязательно, конечно же, появляется у вас в секторе вашем, в первом секторе, то есть туда, где изначально Юпитер находился. Правильно я сказала? Юпитер к вам возвращается. Юпитер. Ну, давайте все посмотрим, все постепенно, все друг за другом, что будет. 10 числа, вот в начале аспекты чуть-чуть почувствуются такие напряженные, но все равно это не отражается в таких вот в наших земных делах, потому что фаворитами месяца это Венера и Марс. Венера и Марс, но мы к ним сейчас подойдем. Итак, новолуние будет 10 числа в секторе работы, в секторе здоровья. И здесь вы подводите итог, если вы себя как-то не очень хорошо чувствовали, если вы проходили какой-то курс лечения, сдавали какие-то анализы, вы посмотрите свой результат, вы уже построите себе планы, у вас уже есть план на то, как пройдет это лечение, будет ли у вас предстоящие какие-то хирургические вмешательства. То есть вы себе строите уже планы по этому сектору, а также все, что связано с вашей работой. Тоже здесь будете строить планы. Либо вы продолжаете, либо многие, у кого немножко что-то в карьере, в работе, в учебе, если что-то немножко как-то застряло, что-то у вас вот остановилось, то вы сейчас почувствуете, потому что уже приближается Юпитер, уже заходит к вам Юпитер, и вы уже почувствуете, что вы появляется энергия, появляется желание завершить, закончить то начатое дело. И в карьере, и в работе какой-то немножко такой, почувствуете скачок. То есть немножко какое-то продвижение, вот как будто бы вы застряли, немножко буксовали, и это раз, и вы проходите дальше, и у вас идет дальше, течет энергия, которую принесет вам Юпитер, возвращаясь к вам. Ну, а вот события, которые будут делать две планеты, это Марс и Венера. С 1 июля по 22 июля, то есть почти месяц, 3 недели, будет находиться Венера во Льве, в прекрасном самом своем. Она там на пьедестале, ей там комфортно, ей там очень хорошо, энергия развивается активно, она задействована там, подключена там, королевишна себя чувствует, на троне себя чувствует. И там же находится Марс. С 1 по 29 Марс будет тоже находиться во Льве и тоже там себя чувствует на троне. Они обе, эти две энергии, в активном состоянии, в активной фазе. И эта парочка, когда они вместе находятся, особенно когда они находятся во Льве, бывает раз в 2 года. И она не всегда так, эта пара работает, так как она будет работать во Льве. Поэтому, конечно, энергию эту вы очень сильно почувствуете. То есть, когда Венера будет находиться с Марсом вместе, они еще и 12 числа
сделают соединение. Это очень гармоничный аспект 12 числа. То есть почти весь месяц будут находиться в прекрасном расположении, но они делают 12 числа делают соединение. Чудесный гармоничный аспект. Что такое Марс и Венера, когда соединяются? Это мы с вами. Это продолжение, продолжение жизни, зарождение жизни. Потому что не может ничего появиться и зародиться на свет без двух энергий, без мужской и без женской. Именно зародиться, существовать, это ладно, это мы не рассматриваем, а именно зарождается из двух энергий. То есть это такие две созидательные энергии, и они делают соединение, соединяются. И, конечно, роскошно, шикарно, великолепно, что они находятся во Льве, но для вас это 7-й сектор. Водолей, 7-й сектор. Самое наипрекраснейшее положение. Во второй половине, уже к концу месяца, перейдут еще и эта парочка перейдет в 8-й сектор. Вот какой сектор у вас задействован. Это создание семей, это рождение детей, это романтические отношения, это новые встречи. Здесь Марс осознанный, молодой, энергия, сильный, интерес к жизни появляется, но очень осознанный, такой зрелый Марс. И Венера, которая на пьедестале стоит. И вот они, когда у вас соединяются в 7-м секторе, это что-то создастся, что-то родится. Если вы уже вот на пороге чего-то, вот вы хотели что-то выпустить какое-то, может кто-то свой диск, может свою книгу, может свое дело открыть, может быть кто-то на работу интервью какое-то проходил, может кто-то хочет переезд какой-то сделать. То есть вы уже подошли к какому-то, что-то из этого родится, вы получите результат, вы увидите этот результат. Это чудесные, великолепные встречи. Это встречи могут быть очень настолько долгожданные, что и нас так легко к вам придут, потому что две планеты эти соединяясь, они обе в хорошем положении стоят. Никто из них не говорит «я главный» или «я главный». Нет, давай вот так. Никакого спора, никакого конфликта, никакого соревнования. Они одинаково действуют на созидание. Что-то создать, что-то родить. Это что-то творческое можно родить. Это семья может новая родиться. Это ребенок может зародиться. Но чудесное, великолепное, конечно, расположение вот этих двух планет. И действительно для вас этот месяц счастливый, удачный месяц. В конце месяца поменяется направление домов, они зайдут к 8-му дому, то есть решится что-то. Если вы какие-то долгожданные финансовые ждете средства, они появятся у вас. Если решение какого-то суда, оно придет к вам с положительным результатом. То есть действие, которое вы делали, но что-то тормозило, но что-то никак не могло. А у водолеев очень часто бывает. Вот уже до конца, что-то вот осталось, что-то чуть-чуть, потом спад. А я вам объясняла, почему так с вами происходит. Потому что вы рождены и под Ураном, реформатором, вперед, вести за собой массы, интересно украсить свою жизнь, развиваться, ни на чем не заостряться на какой-то рутине, тут что-то, это все вперед развиваться идти. И Сатурн, который говорит, что развиваться уже, все построено, все сделано. Живи по старой системе, живи по старой схеме. Поэтому у вас бывает такой подъем и такой же бывает спад, потому что это делает вот так вот Сатурн. И вот сейчас те, кто находится вот в этой немножко вот на этом спаде, именно почувствуете, что то, что вы создавали, то, что вы творили, к чему вы вот почти подошли, но никак не могли, вот здесь у вас получится очень хороший. Увидите очень хороший результат, чудесное такой транзит великолепный. Ну, просто понимая его, а для чего мы знаем, мы слушаем астрологию, для чего мы что-то учим, что-то смотрим, что-то слушаем, для чего? Для того, чтобы этим процессом управлять. Не процесс тобой, а ты, зная, знаниями своими управляешь. Поэтому, да, пользуйтесь этим чудесным моментом. Что еще? Полнолуние будет в вашем доме, в первом доме. Это будет полнолуние. Итог подведете. Что-то запустите, какой-то процесс. Вы уже к нему готовы, вы к нему подошли. И здесь вот вы подведете итог. Вот это я
делал, вот это очень долго мне, это мне тяжело далось, но вот я что-то запустил, что-то сделал. Вы будете очень хороший, подведете такой полноценный итог. Ну, а вот 28 числа опять зайдет к вам, 28 в конце июля, к вам зайдет Юпитер. И, конечно, дальше пойдет отрабатывать все, что положено по Юпитеру. У вас подъем будет, у вас процесс пойдет опять на повышение, потому что появляясь вот эти вот 2 месяца, которые уходил немножко Юпитер, вполне может быть вот такая вот немножко назад что-то, откат какой-то был в ваших начинаниях. А здесь, когда Юпитер опять к вам заходит и заходит на свою первую позицию, главную позицию, первая позиция, которая отвечает за все практически, за все, вы себя почувствуете как-то, знаете, значимость свою, что вы много сделаете, вы ко многому подошли, но никак не могли сделать этот последний шаг. Многие даже в отношениях уже подошли к каким-то отношениям, но вот что-то тормозит, ну вот может быть на следующий год, может быть на следующий месяц, а вы этот шаг сделаете, вы захотите. Появится в этом месяце для многих водолеев большой шанс. Ну, появится человек, те, кто в поиске, те, кому надо, у кого отношения уже есть, шанс появится, что эти отношения другую идут траекторию, в другое направление. Это направление, которое уже вас, еще вы не вместе, но вы уже понимаете, что вы вместе, что вы можете создать свою семью. Кто это хочет, кто в этом направлении работает, вы можете почувствовать, у вас будет очень хороший подъем встретить своего человека. Вот встречи происходят настолько. Потом, что еще вам очень важное хотела сказать. Вот что еще хотела. Почему такой счастливый для вас и удачный этот месяц? Потому что, смотрите, 19 числа Лилит. Лилит. Это не планета, это фиктивная точка на небе. Но портит иногда, очень портит такое энергию и настроение. Немножко делает какие-то козни, подвохи всякие, сплетни наводит, оговоры. Это делает Лилит, несмотря на то, что это фиктивная точка. И находилась она 9 месяцев находилась у Тельцов. А что в Тельцах? А в Тельцах стоит ваш Уран. Поэтому вот оно было шатко-валко. Вот оно, что-то вот уже подходит, что-то нет. Но сейчас 19 числа уходит Лилит от Тельцов, уходит в Близнецы, тоже на 9 месяцев туда уходит. То есть она освобождает ваш Уран. И уже Уран не будет таким бунтарским или таким провокационным. Именно вот на нашей рутинной, вот нашей бытовой жизни. Вот это событие для вас будет очень, вы настолько почувствуете, что что-то как будто освободилось. Да, Лилит пойдет в Близнецы. И в Близнецах оно для водолеев будет, легко будет тоже, вы будете легко на нее цепляться, но все равно оно не стоит там, где стоит ваш Уран. А нахождение Лилита в каком доме и как будет это на вас отражаться, я буду делать отдельное видео. Но 19 числа ваш Уран освобождается. Ваш управитель освобождается вот от этих козней, которые постоянно делала Лилит, находясь здесь. Это эти все, они были настолько неожиданные. Ты что-то делаешь, и вдруг вот неожиданно что-то как-то раз, и не можешь закончить то, что ты начал, не можешь начать к тому, что ты уже подошел к какому-то решению, но никак не можешь это решение принять. И вот наконец-то, когда Лилит освободитесь, вы очень вздохнете, почувствуете, вот вы почувствуете ту свободу, которая вам нужна. Вот она, знаете, вот она есть свобода, а зачем она мне нужна? Но есть она. А вот зачем она мне нужна? Но она есть, эта свобода. Вот вы ее будете чувствовать, эту свободу. Не так, что вы ее хотите, она у вас есть, но она вам, эта свобода не нужна будет, потому что вы сможете делать полноценно, дышать и делать свои дела. Ну так, рада за водолеев, очень хороший вот такой месяц. Я вам говорю, один из успешнейших месяцев для вас, водолеи. А подробности по новолунию, по полнолунию, по Лилит, по тому, как
Марс с Венерой соединятся по домам, туда поближе, где, когда будут проходить эти события. Я буду делать отдельные видео, и вы будете в курсе, как это будет проходить на нашей рутинной жизни по домам. Ну что, бесконечно вас всех уважаю, рада очень за вас. Спасибо, Водолеи, за то, что ставите лайки, за то, что канал поддерживаете. Чувствую вашу поддержку. За то, что вы комментарии пишете, подписывайтесь на мой канал. Ну, рада за вас, очень за вас рада. И, ну, Водолеи, многих Водолеев у меня, много моих друзей Водолеев, в которых перемены вы будете очень сильно чувствовать, что в вашей жизни произойдут хорошие положительные перемены, к которым вы готовы. Но что-то мешало. Все, бесконечно вас уважаю, обнимаю и до следующих встреч.